Всем привет, Денис Голубев, как обычно. Если коротко, то мы переехали. Наш предыдущий полугодовой контракт закончился. Кстати, видео про наше предыдущее жилье можете посмотреть где-то здесь. Предыдущее наше жилье было в районе Вичит, это недалеко от Пукеттауна. А теперь мы приехали южнее по острову, это район Чилонг. Вот, мы переехали в таунхаус и, собственно, проведем вам небольшой экспресс-тур, что да как, сколько это все стоит, смотри до конца. Ладно, пойдемте. Начнем с того, что это таунхаус, дом, который разделен на две половины. Одна половина, собственно, наша, вторая это наши соседи, какие-то милые тайцы. Вот такая территория у нас есть тут перед домом. Собственно, мы сейчас ее используем только под парковку байка, но теоретически можете туда поставить пару столиков и отдыхать по вечерам, я не знаю. Пойдемте. Чуваки, самое топовое, ну ладно, не самое топовое, одно из самых топовых, что тут есть. Прикиньте. Эй, он грязный, извините. Ну, я вам это дальше не буду уж показывать. Unlocked. Все, пойдемте. Давайте далеко идти не будем. Начнем сразу с зала. Ну, или с прихожки. Ладно, давайте, смотрите, у нас есть тут вешалки, которые мы благополучно используем под шлема, потому что никакой верхней одежды, которую используют обычно в более холодных местах нашей планеты, нету. Поэтому мы используем это вот так. Пойдемте в зал. Зал у нас сразу вот встречает около входа. Я даже не знаю, что комментировать, по-моему, это песня. Самое крутое, что в этом есть, это то, что зал самостоятельный. Он отделен от кухни, он не находится где-то на проходе, он не совмещен ни с какой спальней и так далее. То есть можешь сюда прийти, закрыть штору и тусоваться здесь, и абсолютно никому не мешая, кто находится на кухне, в комнатах и так далее. Во-первых, хочу выделить огромный телек. Он там со смарт-ТВ, со всей этой фигней. Ну, у нас, конечно, есть штука, с помощью которой мы смотрим YouTube и так далее. Но наличие такой возможности, это уже круто. Вот я вам покажу размеры. Вот такая у нас мерная лента сегодня. Да, отлично. Под телеком у нас полочки какие-то вонючки. Оставили нам тут несколько книг. Всякие полочки с роутерами. Книжки, вот это вот тоже интересная штука, мы, наверное, вряд ли этим будем пользоваться, но... А давно ты в покер начала играть? Я, начала давно, но не играла очень давно, но почему бы и нет? Ну, все, получается, мы теперь покеристы профессиональные. Да и, собственно, наверное, все, я не знаю, что сказать. Во-первых, круто, что панорамные окна, которые идут в пол, но вечерком приходится закрывать, потому что ходят всякие разные товарищи-соседи, и вы как на ладони. Поэтому мы закрываем вот эти вот шторки, которые полностью blackout и не пропускают свет. Очень круто. Вентиляторы, хотя тут есть кондер, торшер. Вот такая вот крутая лампа есть. Ну-ка, покажи-ка, включи ее. Во. А выключи основной? Ну ладно, ничего почти не изменилось. Но вечером это выглядит очень прикольно. Следующая у нас комната называется, по-моему, Master Bedroom. Нет? Я не знаю. Я знаю, что называют Master Bedroom, это когда большая ванна, но у нас будет Master Bedroom. Короче говоря, большая спальня с самой большой кроватью, которая тут имеется. Ну и огромная кровать, и огромная комната. С кондером, опять-таки, несколько пуфиков, куча подушек, тумбочки. И шкаф. Ты не сказала очень важного. Вот это часть тайской культуры. Очень во многом жилье, когда вы его снимаете, к кровати прилагается подушка, обнимашка. Ну вообще же крутотень, вы чё, смотри. Мы пользоваться, конечно же, не будем. Я пользуюсь. Да? Да. Ну ладно. И по совместительству это кабинет Марии, где она, собственно, работает. Вот у нас такая студия тут. Вебкам. Нет, шучу. Шучу, нет. Просто свет для рабочих созвонов и микрофон, и все, что хочешь. Но мы тут не спим. Спим мы в другой спальне. Ну, иногда будем менять, наверное, чтобы не заскучать. В принципе, по этой комнате все. Давайте пойдем дальше.
Да, мне еще нравится, кстати, что в каждой спальне есть окна. То есть, так вот раз. Здравствуйте. И в следующий тоже. Так, давайте пройдемте в мой кабинет и в нашу спальню по совместительству. Вот такая небольшая комната. Опять-таки, есть вентилятор, есть подушка-обнимашка, есть куча рамок для картин и фотографий. Небольшая кровать, она по сравнению с той чуть-чуть поменьше. И мой рабочий уголок. У меня кресло, ноутбук, и я тут работаю. Опять-таки тоже, в принципе, все по минимуму. Есть полочка под разный став, есть еще вот такая вот полочка. Есть еще штука под вещи, опять-таки вот эта рейка, штанга, но конкретно здесь я ее не использую, потому что я здесь работаю. Ну, типа, было бы странно, если бы я здесь сидел и у меня висели еще вещи. Денис уже заметил это в прошлой комнате. Я хочу отметить это также после очень многих вариантов жилья, где у нас не было ничего подобного, что у каждой кровати есть по 2 столика. Все усыпано розетками и удлинителями. Можно вставить 1000 фенов, 1 000 000 зарядок, чтобы заряжались все девайсы, которые есть у нас. Очень удобно, очень круто, потому что вот в прошлом жилье, например, это все мерзко валялось по полу, все эти удлинители, и нужно было подключать все в одно место. Короче, было не круто, не здорово. И плюсом ко всему удлинитель отходил от стены, и время от времени просто все нахер тухло, когда я работаю. Было не круто. Вот, также хочу обратить внимание, что в каждой комнате очень много зеркал. Вот в спальне 2 зеркала. Кстати, я сейчас вспомнила, что есть такое суеверие, что нельзя отражаться в зеркале, когда ты спишь. Но нам на это насрать, потому что зеркала расширяют пространство. И у нас еще есть нарциссская болезнь, мы любим смотреть на себя. Очень много зеркал. У нас, у нее. Не ври, не ври, у тебя тоже это все есть. Надо в конце видео сделать сноску, где я исправляю все названия, которые ты говорил неправильно. Вонючкой ты назвал аромасмесь в вазе. Это не торшер, а бра. Торшер стоит у нас как раз в гостиной. Если дальше это будет продолжаться, у нас будет еще 2-минутная сносочка, где я объясняю все правильно на самом деле, как называется. Кухня отличная. Опять же, она отдельно, она не совмещена ни с чем. Она не совмещена с залом. Она в принципе есть. А это не просто маленький столик, на котором нужно докупить плиту ублюдскую, индукционную. Ну вы посмотрите. Есть у нас тут микроволновка. Всякие вот такие вот штуки прикольные, которые в принципе не обязательные, но они такой уют создают. Всякие баночки под кофе, под сахар, кружечки. Куча посуды там было у нас. Опять же, куча всяких шкафчиков и так далее. И офигенная плита двухкомфорочная. И она, что самое важное, газовая. Это, чуваки, кто пользовался индукционными, я думаю, вы понимаете. Особенно, если она плохая индукционная и не греет вообще ничего, не жарит ничего. Она просто стоит и жрет ваше электричество. А еще тут есть вытяжка, что тоже на самом деле редкость. Ну и тут по мелочи чайник, большая раковина и, в принципе, все. Есть мусорка, стол, 2 стула и вид на соседей. Еще из прикольного это вот эта вот дверь. Вы спросите, куда она идет? Или не спросите, но я все равно расскажу. Это дверь на задний двор. Да, у нас есть задний двор, ну, не такой, возможно, как вы себе его сейчас представляете. Это небольшое пространство, вот тут вот за домом, на котором у нас есть вешалки для того, чтобы сушить вещи, ну, сушилка, если по-человечески говорить, и своя стиральная машина. Опять-таки, после того, как мы жили в отеле, и там были общие стиральные машины, их каждая стирка стоила денег, то теперь у нас есть своя, и мы можем, во-первых, не тратить деньги на это, во-вторых, это занимает гораздо меньше времени, вот, что тоже очень круто. Но единственная проблема того, что у нас есть выход на задний двор, а это частный сектор,
И постоянно перед сном начинаешь думать, закрыл ли ты эту дверь, или кто-нибудь к тебе сегодня зайдет в гости этой ночью. Вот поэтому приходится перепроверять. Но с криминалом тут вроде бы все нормально. Ну, в плане, что его вроде бы не особо много. Но бывают случаи, когда выхлапывают квартиры, дома. Ну, в основном дома, естественно, в частных секторах. Вот. Будем надеяться, что нас это пойдет стороной. Давайте следующее у нас ванна. Ванная комната. Опять-таки, очень кайфово сделано в каком-то таком современном стиле. Я не знаю, очень классная тут столешница под раковину, куча места здесь, отдельная ниша под разный став для ванны здесь. Ну, как обычно во всех тайских домах тут ставят нагреватель, то есть тут нету горячей воды, которая водопроводом идет, как обычно в СНГ все привыкли. Все по минимуму, ничего лишнего, все круто и все, что необходимо, оно здесь имеется. Сколько стоит вся эта красота, а стоит ли она вообще того? По-моему, стоит. В общем, в месяц нам обходится это жилье в 25 тысяч бат. Вот тут вы видите, сколько это в долларах и рублях. Это основная базовая стоимость, к которой еще прикладывается счет за электричество. Но по моим расчетам, электричество будет стоить примерно в месяц в районе 2000 бат, может быть чуть-чуть больше. За интернет платить не нужно, за это все платит хозяин, за воду тоже, то есть остается только один платеж, это за электричество. Таким образом, общая сумма за всю эту красоту выходит 27 тысяч бат. Был еще депозит. Я вам рассказывал в ролике про предыдущее наше жилье, что везде здесь мы платим депозит. То есть ты создаешь контракт, и если ты выселяешься до завершения контракта, то это, собственно, депозит остается у владельца. В нашем случае депозит составлял 50 тысяч бат на годовой контракт. Соответственно, мы будем стараться жить здесь целый год, иначе прощай, 50 тысяч бат, ну, достаточно неприятно, да? Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого еще не сделали. И смотрите все предыдущие ролики про пляжи, про Будду и много разных интересных штук про Таиланд. Пока!